Дано. Компания Яндекс.Еда обязалась доставить заказ из «Вкусная точка» клиенту. Курьер забрал заказ и отменил доставку. Яндекс.Еда со своей стороны не отвечает на запросы заказчика. Хотя я не уверен насчет того, что это Яндекс.Еда, может быть это просто Яндекс.Доставка. В любом случае, одна сторона это компания Яндекс, другая сторона это клиент. Что бы я делал в этой ситуации? Цена заказа 2000 рублей. Я бы написал несколько заявлений. То есть первое заявление написал бы официально на адрес компании Яндекс. Яндекс.Доставка, наверное, или Яндекс.Еда. Не совсем точно понятно из публикаций в интернете, на кого, чьими услугами пользовался заказчик. Вот. Ну, у них есть у этой компании официальные реквизиты на сайте. Вот туда бы я написал досудебное предупреждение о том, что с кратким изложением ситуации, что тогда-то, тогда-то и мною такой-то, такой-то, тогда был совершен заказ на такую-то услугу. Это, например, доставка продуктов питания, оттуда-то, оттуда-то. Мной были переданы такие-то данные, допустим, номер заказа во «Вкусная точка». В какое-то время заказ не был доставлен мне и в системе был отменен. То есть я перестал его отслеживать в текущем состоянии. Прошу вас вернуть денежные средства за заказ номер такой-то из «Вкусной точки» в размере 2000 рублей, вот, так как он не был мне доставлен. Но был получен представителем вашей компании. То есть курьер в данном случае, прежде всего, чтобы я предложил перестать рассматривать курьера как отдельное лицо. Нету никакого курьера. Есть Яндекс.Доставка или Яндекс.Еда. Вот, да, такси. Такси Яндекса можно назвать Яндекс.Езда. Еда, Яндекс.Еда, Яндекс.Езда. Вот. Ну и секс-шоп еще можно сделать. Так вот, к плохим материям. То есть вам нужно разбираться с Яндексом. Что у них там сделал курьер? Как он доставил, съел этот заказ, потерял его или еще что случилось, вас не должно беспокоить, потому что у вас взаимоотношения не с конкретным курьером, а с компанией Яндекс, которая наняла этого курьера, у нее с курьером своим взаимоотношения, вы по этому поводу не должны париться. То есть написать краткое изложение ситуации с конкретными датами, временем, действиями и попросить вернуть денежные средства, то есть 2000 стоимость заказа, и если была оплачена доставка, то, соответственно, стоимость доставки. Если доставка не была оплачена, то стоимость заказа. Дальше. После этого, в соответствии с законом о защите прав потребителей, не дожидаясь ответа от Яндекс Еды или Яндекс Доставки, зайти на сайт Роспотребнадзора и на сайте, насколько я помню, там можно авторизоваться через госуслуги в Роспотребнадзоре. Вот на сайте этого Роспотребнадзора оформить заявление о том, что была оказана услуга ненадлежащего качества. То есть не был доставлен заказ. Не надо жалеть никакую компанию Яндекс. У них свои юристы, они знают, как
отбиться от Роспотребнадзора. Вам нужно не ждать месяц, пока ответит вам Яндекс, а написать заявление сейчас, пока записи на камерах видеонаблюдения во «Вкусная точка» еще остались, пока все-все-все. Написать туда, да, вот на сайте Роспотребнадзора можно оставить заявление с авторизацией на госуслугах, то есть к вам, как к заявителю, вопросов не возникнет. И раз вы через госуслуги авторизуетесь, понятно, что вы это вы. Как третье лицо укажите конкретный офис «Вкусная точка», то есть в каком ресторане курьер забрал ваш заказ. То есть это будет третье лицо, куда может обратиться Роспотребнадзор. Если вы его об этом попросите, чтобы взяли записи с камер видеонаблюдения. Но, чуть-чуть забегаю вперед. Дальше. Не ждите, когда вам ответит Роспотребнадзор. Он из-за 2000 не будет быстро торопиться, а вам ответит в установленный законом срок в 30 дней. А записи с камер видеонаблюдения в ресторане «Вкусная точка» сотрутся, скорее всего, в течение нескольких дней. Ну, записи, вы понимаете, на регистраторе не хранятся длительное время. Там запись идет постоянная, сплошняком, то есть, ну, дай бог, чтобы запись хранилась неделю. Поэтому никто не ограничивает вас в праве квалифицировать действия должностного лица, подчеркиваю. Курьер — это должностное лицо, которое состоит на должности курьера в компании Яндекс.Доставка или Яндекс.Еда. Поэтому вы жалуетесь на действия должностного лица и курьера. Куда? В полицию, правильно. Причем не просто в полицию, вы должны жаловаться участковому. Если хотите, чтобы это было побыстрее, то есть ваши жалобы, если вы пожалуетесь просто на деревню дедушки, то, скорее всего, она будет отписана участковому, к которому относится либо ваше место жительства, либо, что скорее всего, магазин, в смысле ресторан «Вкусная точка», где он находится. Ну, допустим, это, вот я знаю, в Красной площади, в Краснодаре, то есть торговый центр Красная площадь в Краснодаре, там есть «Вкусная точка». Значит, вы должны, если хотите быстрого разбирательства, ну, прямо вот хотите доказать свою правоту, поезжайте к участковому, который относится к этому месту, то есть к Красной площади. Там, конечно, вас будут уговаривать, что не надо не писать никаких заявлений, но вы на это не ведитесь. Пишите заявление, принять заявление полицейский у вас обязан. Если не хотите никуда ездить, бумажку вашу жалобу, вернее не бумажку, а электронную жалобу могут рассматривать долго, но зато не надо никуда ехать. На сайте 23.mvd.rf заходите на этот сайт, и я вам рекомендую написать заявление о том, чтобы в действиях должностного лица курьера усматривайте следующие деяния. Излагайте ситуацию, как это было все на самом деле. И внизу пишите, что я предполагаю, что в действиях курьера, по словам предполагаю, вы себя подстраховываете, усматривается состав преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации. Статья 160. Присвоение или растрата. Первое. Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества веренного виновному, наказывается штрафом в размере от 120 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода, осужденного за период до 1 года. Ну, там есть лишение ограничений свободы на срок до 2 лет, либо принудительными работами на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок. Присвоение или растрата чужого имущества. Вы усматриваете это деяние. Также вы, что законом допускается, можете рассматривать, что в действиях сотрудника Яндекс.Доставки есть состав преступления, предусмотренный статьей 159 УК РФ «Мошенничество».
то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. То есть когда курьер вас уверял в том, что он заберет ваш заказ и вам доставит, то есть ваш заказ, который вы оплатили, это ваше имущество. Курьер вас обманул и злоупотребил вашим доверием. На самом деле забрал этот заказ, ну, наверное, съел его. Соответственно, часть 1 статьи 159 УК РФ наказывается штрафом в размере до 120 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода, либо лишение свободы на срок до 2 лет, как и в случае растраты. Напишите заявление по этим 2 статьям и туда же добавьте: считаю, что в действиях курьера и компании Яндекс Доставка или Яндекс Езда, кем вы там пользовались, имеется состав преступления, предусмотрено статьей 330 Уголовного кодекса, самоуправство. Самоуправство, то есть самовольное, вопреки установленному закону или иным нормативным актам порядка совершения каких-либо действий, правомерность которых оспаривается организация или гражданину. То есть, если такими действиями причинен существенный вред. Вы написали это заявление. Ну, там наказывается штрафом до 80 тысяч рублей, либо исправительными работами, либо арестом на срок до 6 месяцев. Это, в кавычках, самый мягкий состав, самоуправство. Вот. Когда вы это все напишете, ваше заявление будет отписано участковому, и с вероятностью 99%, поскольку сумма 2000 рублей, участковый не захочет возиться с вашими заявлениями и напишет вам отказное о том, что не возбуждает он уголовное дело. Тогда, почему важно писать сразу одновременно все жалобы? Потому что участковый очень быстро вам напишет отказное. Сумма всего лишь 2000 рублей. То есть, если бы сумма была 5000 рублей, это вот некий порог, на котором начинают возбуждаться уголовные дела. Все, что ниже, уголовные дела не возбуждаются. Вам пришлет быстренько участковый отказное, а вы дальше берете это отказное и пишете в прокуратуру, допустим, Прикубанского округа, насколько я помню, или там Западного округа, куда относится мой ресторан «Вкусная точка». Может быть, можете просто написать прокуратуру Краснодара. Пишите, что я вот писала заявление в полицию, а они не предприняли никаких действий. И вы можете написать, что если нет уголовного состава преступления, то есть как минимум статья 19.1 Кодекса об административных правонарушениях, состав самоуправства. То есть по административной статье самоуправство, то есть самовольное, вопреки установленному федеральным законом или иным нормативным правовым актам порядку осуществления своего действительного или предполагаемого права, не причинившего существенного вреда гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев, предусмотренных статьей 14.9.1 настоящего кодекса, влечет предупреждение наложения административного штрафа на граждан в размере до 300, от 100 до 300 рублей, на должностных лиц от 300 до 500 рублей. Почему не любят полицейские возбуждать административное правонарушение по статье 19.1 КоАП РФ? Потому что там всего лишь 500 рублей максимальная санкция. Но вам важно, что «Вкусная точка» передала заказ, а Яндекс.Еда в лице своего должностного лица курьера совершила самоуправство, то есть административно наказываемое деяние. И дальше с этим делом вы можете уже обращаться в суд. И, соответственно, поскольку будет нанят виновный, должностное лицо, это вам важно, курьер, чтобы его полиция установила, вы можете обращаться в прокуратуру, чтобы прокуратура заставила полицию найти должностное лицо. Полиция не будет сама искать, и полиция сама не будет возбуждаться по самоуправству, по административной статье. Они вам просто формально откажут по уголовной статье, скорее всего, потому что стоимость 2000 рублей всего лишь. Но вы тогда
вы тогда указываете на самоуправство как административное правонарушение. По этой статье, по идее, могут возбудиться. И помните, последнее, помните, да, что надо подписаться на меня и написать мне комментарий, как бы вы поступили в этой ситуации. Напомню, что вы можете подписаться на меня и стать моим платным подписчиком на YouTube. Можете сделать мне разовый донат на Buy Me Coffee, на Патреоне, на Бусти. Зачем это надо? Потому что я на этих площадках выкладываю более конкретные формы жалоб, инструкции, то есть то, где вы сможете сэкономить свое время, подписавшись на меня и получив конкретные шаблоны документов и либо порядок действий, будь то вы находитесь в Испании или в России. Так вот, что еще важно? Если вам полиция будет отказывать, а они, скорее всего, будут никак не хотеть реагировать на ваши заявления, берете, пишите заявление в тот же отдел полиции, где вам, куда спустят вашу жалобу в электронном виде. Ну, допустим, это управление Западного округа города Краснодара. Вот. Пишите туда заявление и просите ознакомиться с материалами дела. Вы, как заявитель, имеете право читать все, что есть в ваших материалах дела. И оттуда, из материалов дела, вы узнаете, что сделали полицейские. Приехали ли они во «Вкусная точка». Посмотрели ли они на камеры видеонаблюдения, что курьер забрал ваш заказ. Прямо в своем заявлении так и пишите. Прошу ознакомиться с записями камер видеонаблюдения, чтобы установить, что в период с такого-то по такое-то, условно говоря, с 12 часов до 15 часов, курьер Яндекс Доставки забрал мой заказ номер такой-то, такой-то, в таком-то месте, в таком-то ресторане, «Вкусная точка», чтобы буквально разжевывать пошагово, что должен сделать полицейский. Как будто он сам не может в этом догадываться. Вы ему должны об этом написать. И, соответственно, если полицейский не предпринял никаких действий, не ознакомился с камерами видеонаблюдения, смело жалуйтесь на бездействие полиции в прокуратуру, чтобы полицейский хоть как-то посуетился. На самом деле это дело выеденного яйца не стоит. Очень легко установить, что курьер забрал ваш заказ, буквально элементарно, опросив сотрудников «Вкусная точка», посмотрев записи на камеры в видеонаблюдениях и узнав, где находился этот курьер у Яндекс Доставки. То есть это дело раскрывается за 5 секунд. Но из-за того, что сумма минимальная, полиция не будет суетиться. Если бы он забрал заказ на 20 тысяч рублей, это уже все-таки существенный размер. Вот, и полиция попыталась бы что там под уголовное дело подвести. А поскольку всего лишь 2000, им, понятно, суетиться не хочется. Но это все очень можно установить. Езжайте в отдел полиции, ознакомьтесь с материалами дела. И, как я вас учил и учу до сих пор в каждом своем видео, просите разрешения прочитать, а дальше делайте так, как делаю я. Как бы читайте вслух, но у вас включен диктофон. Как бы читайте вслух, что курьер Иванов Иван Иванович такого-то года рождения, это то, что полиция может установить, забрал мой заказ в такое-то время. Вы читаете вот эти вот материалы дела. Полицейский, он же должен был опросить сотрудников «Вкусная точка», он должен был опросить сотрудников или каким-то образом связаться с Яндекс.Едой. То есть вам полиция с вероятностью 95% запретит фотографировать материалы вот этого предварительного расследования, сославшись на то, что там есть персональные данные, чьи-то персональные данные, например, курьера. И вам не стоит вступать в дискуссию. С полицией дискутировать по тому, что можно, что нельзя. Странно, да? То есть вы можете прочитать персональные данные, но не можете сфотографировать. Но вы же можете запомнить. Чтобы вам не вступать в ненужную дискуссию с полицией, делайте, как и это делаю я. Мягко, без скандала. Берете, у вас включенный диктофон. Естественно, полиция об этом не знает. И вы берете, просто вслух читаете, как будто бормочете себе под нос, состав вот этого документа. То есть прямо по строкам. Там я участковый уполномоченный
Петров Павел Петрович провел опрос там курьера такого-то. Прочитали просто вслух. На диктофоне это у вас будет все записано. И вы потом на основании этих данных уже можете дослать в Роспотребнадзор, что вам после посещения полиции удалось установить, что конкретно ответственный за хищение вашего имущества курьер такой-то. Потому что Роспотребнадзор может говорить: ой, а мы же не знаем, кто это сделал. Вообще, конечно, это не нужно знать Роспотребнадзору. У них есть юридическое лицо, Яндекс.Доставка или Яндекс.Еда, с которым вы взаимодействовали. Вы же не лично физлицо наняли курьера, вы же наняли представителя компании. Ну, знаете, Роспотребнадзор хочет найти себе оправдание, чтобы ничего не делать. Вот. Вы из полиции можете узнать хотя бы фамилия, имя, отчество курьера. И дослать эти данные в Роспотребнадзор. Либо полиция, либо прокуратура, либо Роспотребнадзор, но кто-то подействует. Успехов!